Привередливая, плавная природа съемок фильма, его редактирование, получение одобрения студии и, наконец, продвижение его в кинотеатрах настолько обширна, что неудивительно, что даже самая гладкая постановка имеет тенденцию оставлять кучу материала на полумонтажный. Хотя во многих случаях эти сцены показывают как дополнительный материал к выпуску расширенной версии фильма, к сожалению, большую часть этих кадров просто оставляют гнить в студийном хранилище или в прежние времена буквально сжигают. Вот о таких сценах я и расскажу вам в этом видео. «Инопланетянин» Стивена Спилберга может быть практически идеальным фильмом, но с годами выяснилось, сколько сцен Спилберг удалил из финальной версии фильма. Многие из этих сцен впоследствии попали на DVD, посвященный 20-летию фильма, но есть одна сцена, которая на протяжении многих лет была не более чем недостоверным вымыслом фанатов. В этой сцене инопланетянин пробирается в спальню матери Эллиота и подкрадывается к ней, пока она спит топлес. Но в 2012 году в книге, посвященной 30-летию фильма, были опубликованы два производственных кадра, подтверждающих, что слухи верны. Инопланетянин пробирается в комнату в халате и оставляет что-то на подушке в качестве подарка. Легенда гласит, что сцена была вырезана из-за очевидных проблем с тональностью, и хотя нигде нет официального подтверждения этому, в это невероятно легко поверить. Поклонникам «Звездных войн» посчастливилось получить множество удаленных сцен за эти годы, но, к сожалению, не каждая отснятая сцена попала в версию домашних видеорелизов фильма. Например, у нас есть этот редкий кадр удаленной сцены из раннего фильма «Империя наносит ответный удар», где Люк Скайуокер защищает базу Эхо с помощью лазерной пушки, установленной на крыше транспорта, из которой он стреляет в атакующих. К сожалению, информации о сцене или о том, почему она была вырезана, очень мало, но это подтверждает, что в и без того захватывающей сцене было еще больше запланированных действий, которых фанаты так и не увидели. Подобно Лиге Справедливости, перезагрузка фантастической четверки 2015 года была полностью искажена на этапе постпродакшена. И если верить режиссеру Джошу Транк, есть гораздо лучшая версия фильма, которую фанаты, скорее всего, никогда не увидят. Было бы это на самом деле лучше или нет, неизвестно, но фильм был бы значительно расширен по сравнению с фильмом, который попал в кинотеатры, о чем свидетельствуют не только обширные отсутствующие кадры трейлера, но и проблески других сцен, которые были вырезаны во время постпродакшн. Ролик со съемок показал, что действительно фирменный летательный аппарат фантастической четверки изначально был частью фильма, а кадры на съемочной площадке показывают, как актеры действуют рядом с автомобилем, как в полностью практической среде, так и на зеленом фоне. Похоже, что машина получила серьезные повреждения, предположительно от рук Доктора Дума, хотя в конечном итоге машина была вырезана из фильма. «Назад в будущее» был бы совсем другим фильмом по нескольким причинам. Он мог называться «Космонавт с Плутона», а машина времени могла бы быть холодильником, а не Делорианом. А отважного главного героя Марти Макфлая мог сыграть Эрик Штольц вместо Майкла Джей Фокса. Фокс был первым выбором режиссера Роберта Земекиса на роль Марти, но после того, как его плотный график помешал ему принять участие, Штольц был нанят в качестве замены. Тем не менее, через 4 недели после начала съемок Земекис решил, что Штольц был выбран неправильно и уволил его с роли, после чего график Фокса открылся и он смог сыграть свою роль. В последние годы в сети появились небольшие клипы и несколько изображений Штольца в роли Марти, в том числе, по иронии судьбы, знаменитая исчезающая фотография из фильма. Ясно, что Штольц хорошо выглядел для этой роли, но по словам Земекиса и сценариста-продюсера Боба Гейла, он не чувствовал себя естественным комиком, подходящим для Марти. Независимо от того, каким бы получился образ Штольца, трудно представить кого-либо кроме Фокса в этой роли, поэтому трудно спорить с их решением. Пересъемки стоили Universal $3 миллиона, но возникший в результате феномен поп-культуры стоил того. Питер Джексон проделал невероятную, изнурительную работу, чтобы фанаты «Властелина колец» имели возможность смотреть большое количество дополнительных и удаленных материалов. Но есть некоторые сцены, которые в конечном итоге даже не попали в длинные расширенные издания трилогии. Возможно, самым печально известным и интригующим примером является эпизод из «Двух башен», где Фарамир мечтает о будущем Фродо, где кольцо всевластия поглощает его душу и превращает его в существо, похожее на Голлума. Сцена была впервые показана в выпуске на DVD для домашнего просмотра с несколькими изображениями и секундами видеозаписи, на которых Элайджа Вуд подвергается обширному процессу грима, чтобы быть похожим на Голлума.
Результаты выглядят довольно фантастическими, честно говоря, и хотя это возможно, было бы слишком жутко для театрального релиза, жаль, что Джексон так и не дал фанатам полностью законченную версию сцены. Но если у вас есть желание немного больше погрузиться в волшебный мир «Властелина колец», то я предлагаю вам посмотреть 2 моих видео о том, как снимали фильм «Властелин колец» и также как создавали фильм «Хоббит». Уверен, что вам понравится. А у меня пока все. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вам видео понравилось, не забудьте поддержать его лайком и комментарием. Для вас это минута дела, а мне очень поможет в продвижении. Всем до скорого.